ситуация с правами человека в Украине и на Украине не улучшается, а наоборот ухудшается. Нам поступают сигналы фактически о продолжающихся репрессиях по отношению к так называемым левым активистам. Фактически ряд политических сил, которые не представлены ни в парламенте, нигде, разгромлены. Коммунистическая партия фактически тоже разгромлена. Идет процесс так называемой десоветизации. Фактически людей преследуют по идеологическим мотивам, которые противоречат генеральной линии украинского руководства на национализм. Такие же, кстати, процессы примерно мы видели и в Прибалтике в начале, после развала Советского Союза, и к чему они привели, мы тоже прекрасно понимаем. Второе направление, я хотел бы сказать, что мы уже в течение самого начала конфликта, наша ассоциация «Право против фашизма» приняли решение подавать иски в Европейский суд по правам человека, тех людей защищать, которые де-факто пострадали от этой военной операции, так называемой, по сути, карательной. Очень много людей. Я являюсь замруководителем штаба Общественной палаты по работе с украинскими беженцами. Мы выстроили взаимоотношения с беженцами. И, к сожалению, многие сотни человек к нам обращались. Сейчас на данном этапе мы более 1000 исков уже подали в Европейский суд по правам человека. У нас работала целая команда, 700 человек зарегистрировано в ЕСПЧ. И, соответственно, мы получили уведомление, наклейки о том, что иски приняты к рассмотрению. Соответственно, к сожалению, мы все это время не получили никакой поддержки от государственных структур. Фактически делали все это на собственные финансовые средства. У нас по нашим работе, по нашим штабам де-факто получилось, что у нас порядка 17 тысяч возможных человек, которые как внутри Украины, так на Донецке и здесь, в Донецке и здесь беженцы готовы подавать иски по правам человека. Мы плотно работаем и со Следственным комитетом, и с правозащитными организациями, внутри украинскими, внутри Донецкими. У нас там в Донецке тоже существует так называемый штаб, где люди собирают иски. И, в общем, можно сказать, что порядка 17 тысяч исков в Европейский суд по правам человека мы можем, если будет поддержка со стороны каких-либо заинтересованных структур, мы можем помочь подать на Украине. Я пессимистически настроен к дальнейшим событиям в Донецке. Считаю, что рано или поздно, к сожалению, война будет, потому что так называемая партия власти, которая сейчас на Украине находится, она просто ждет момента. Так называемые батальоны добровольческие, а по сути нацистские, они никуда не делись. Соответственно, реваншистские настроения там очень серьезные. Мы видим, что была создана так называемая структура государственная, которая по возврату Крыма. Мы по нашей информации знаем, что подрывная, если так можно выразиться, работа в Крыму ведется. И не только в Крыму. Сейчас просто по какой-то, так скажем, идет пересменок. И когда война будет, это уже чисто дело времени и кураторов от Соединенных Штатов Америки и других европейских структур, которые запустят этот механизм тогда, когда им нужно.